Заботиться о 5 детях одновременно может быть очень тяжело для любого, независимо от того, насколько хорошо он подготовлен. 27 лет назад эта женщина взяла в свой дом 5 девочек. То, что они сделали для нее много лет спустя, повергло ее в шок. Бритни родилась в семье из 3 человек и жила счастливо со своими родителями. Будучи единственным ребенком в семье, ей никогда не приходилось ни за что бороться, поскольку ее родители заботились о том, чтобы у нее было все, чего она хотела. К 20 годам Бритни уже закончила колледж. И поскольку она была лучшей в своей группе, то за короткий промежуток времени получила хорошо оплачиваемую работу. Бритни преуспела в своей карьере, и все могли видеть, что ей суждено достичь вершины. За первые 18 месяцев работы она уже дважды повышалась в должности и даже получила несколько интересных предложений от крупнейших конкурентов своей компании. Следующей целью Бритни было создание семьи. Она всегда представляла, что у нее будет большая семья, потому что очень любила детей. К сожалению, все сложилось не так, как она надеялась. Отношения были единственной сферой, где она не преуспела. Шли годы, и ее родители все больше беспокоились о том, что она до сих пор не замужем. Они не становились моложе и хотели увидеть своих внуков. В какой-то момент Бритни задумалась о том, чтобы снизить свои ожидания и соглашаться практически на любого, кто попадется ей на пути. Но она поняла, что если поступит так, то обречет себя на пожизненное несчастье. Когда Бритни исполнилось 40, она устала ждать подходящего мужчину, с которым могла бы остепениться. В нескольких отношениях она выкладывалась по полной, но каждый раз получала травму. Более того, из-за ее возраста у нее и так было мало шансов завести биологических детей. Вместо того, чтобы продолжать поиски мужчины, который мог бы покорить ее, она решила пойти на усыновление. Таким образом, она все еще могла осуществить свою мечту и стать мамой, несмотря на то, что у нее не было партнера. Однако, прежде чем подать заявление на усыновление, женщина прошла соответствующую подготовку, чтобы стать приемной матерью. Ей потребовалось 12 месяцев, чтобы завершить обучение, после чего она подала заявление на усыновление. Прошло несколько месяцев, но она так и не получила ответ от какого-либо агентства. Вместо этого ее следующая возможность усыновить ребенка представилась, когда она меньше всего этого ожидала. Это было в пятницу вечером. Бритни только что вернулась с работы измученной, и у нее даже не было сил приготовить ужин. Вместо этого она сразу же легла спать, а посреди ночи ее разбудило жужжание телефона. Это был телефонный звонок с неизвестного номера. Кто бы это мог быть? И почему кто-то звонил в такое позднее время? Подумала она. Она испугалась, что с ее родителями или друзьями что-то не так, и поспешила ответить. Но она и представить себе не могла, что этот телефонный звонок навсегда изменит всю ее жизнь. Это был звонок от социального работника из другого города. «Привет, с кем я говорю?» — спросила Бритни с неуверенностью в голосе. Женщина ответила: «Привет, Бритни. Меня зовут Лора Смит. Я социальный работник по уходу за детьми. Вы когда-то подавали заявление на усыновление в местный детский дом. Что ж, в настоящее время у нас 5 маленьких девочек, которым срочно требуется приемная семья. Обычно мы не отдаем 5 детей тому, кому никогда не приходилось заботиться о ребенке, но девочек нельзя разлучать. И мы будем здесь, чтобы предложить любую помощь, которая вам понадобится, чтобы облегчить переходный период. Итак, вы готовы взять их к себе?» — вежливо спросила женщина. Бритни всегда хотела иметь детей, но она и представить себе не могла, что ей посчастливится иметь 5 детей одновременно. Она тоже не была уверена, что сможет с этим справиться, но она так долго ждала и не хотела упускать эту возможность.
Через некоторое время она дала социальному работнику ответ. Она сказала, что была бы более чем рада принять 5 детей в своем доме. Бритни не смогла заснуть после того, как закончила разговор. Все, о чем она могла думать, это о том, что она наконец-то станет матерью. Когда она поделилась новостью со своими родителями, они тоже обрадовались, что у них скоро появятся внуки. Прошло 6 месяцев, и Бритни пришло время забрать своих приемных девочек к себе. Как только она увидела их в приюте, сразу же влюбилась в них. Они выглядели так очаровательно, что Бритни сразу поняла, что приняла правильное решение. Но в то же время она не переставала удивляться, как такие красивые дети оказались в сиротском приюте. Как раз в этот момент сотрудница, которая отвела ее к малышкам, рассказала их историю. Бритни сказали, что их биологическая мать бросила их, потому что не могла заботиться о них, как мать-одиночка. Бритни чуть не расплакалась, услышав их ужасную историю. Она не могла себе представить, насколько тяжелой была их жизнь. После оформления всех документов она вместе с детьми улетела обратно в свой город. Дома Бритни позаботилась о том, чтобы маленькие девочки Анна, Грейс, Элла, София и Натали ни в чем не испытывали недостатка. Прошло совсем немного времени, прежде чем они адаптировались к новому окружению. С того дня, как в ее жизни появились очаровательные девочки, она стала счастливее. Хотя Бритни наняла няню, чтобы присматривать за ними, она также сократила свой рабочий день, чтобы проводить больше времени со своими детьми. Однажды ее любопытные друзья спросили, почему она взяла к себе сразу 5 девочек. Она только улыбнулась им и сказала: «Я никак не могу это объяснить, но я рада, что они мои дочери. Они подарили мне столько радости, сколько я и представить себе не могла, и я хочу дать им все самое лучшее в жизни». Когда ее девочкам исполнилось по 4 года, она отдала их в одну из лучших школ города. Каждое утро она завозила их в школу, прежде чем ехать на работу. Она уходила из своего офиса как можно скорее, чтобы вернуться к ним. Несколько лет спустя она решила быть ближе к своим дочерям, поэтому уволилась с работы и начала работать на дому. Прошло несколько лет, и девочки выросли, зная, что Бритни — их биологическая мать. Только после окончания средней школы они узнали правду. Однажды вечером Бритни сказала им, что хочет сказать что-то важное. «Я рада, что вы все так хорошо выросли. Много лет я ждала подходящего момента, чтобы рассказать вам это, и, думаю, этот день наконец настал. Я не ваша биологическая мама. Я нашла вас, девочки, в детском доме много лет назад и приняла как своих дочерей. Это, безусловно, большой сюрприз для всех вас, но я хочу, чтобы вы все знали, что для меня это никогда не имело значения. Я всегда любила вас как родных», — рассказала Бритни. Услышав эти слова, 5 сестер на некоторое время потеряли дар речи. Внезапно они подбежали к ней и, обливаясь слезами, обняли ее. Они поблагодарили ее за все, что она для них сделала. Но то, что они сделали спустя годы, ее очень удивило. После того, как ее девочки закончили колледж, они все сразу же нашли работу. В глубине души они понимали, что их жизнь не сложилась бы так замечательно, если бы не их приемная мама, и решили отблагодарить ее. Бритни всегда мечтала открыть большой продуктовый магазин. Тогда ей не пришлось бы каждый день сидеть дома. Удивительно, но ее прекрасные дети купили для нее не 1, а целых 3 продуктовых магазина. Но это было еще не все. Они также купили ей огромный особняк, а поскольку их мать всегда интересовалась благотворительностью, они основали благотворительную организацию ее имени. В конце концов, решение Бритни усыновить девочек не только принесло ей много счастья, но и помогло осуществить некоторые из ее сокровенных желаний. Дорогие зрители, а вы бы усыновили сразу 5 детей? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.